Здравствуйте. Сегодня была супер интересная партия, ну я не знаю, наверное, она была от волнения, может какие-то тактические соображения были, стратегические соображения были в этой партии. Ну первую партию это в чемпионате Европы среди мужчин, я расскажу про чемпионат Европы среди мужчин. А вот эта позиция, конечно, надо было, я здесь сразу скажу, показывать всю партию. Мне партия очень понравилась, кстати, очень понравилась вот эта. Виктория Николаева играла с Евгенией Швед. Но давайте все-таки я покажу позицию конечную практически, которая была. Тут достаточно симпатичная идея была в конце. У меня где-то есть похожее что-то на карточках, конечно. Ну, меня чуть она поразила и очень понравилось, честно скажу. И потом приступим к основной части. Но вот эта вот партия была четвертьфинал уже. Четвертьфинала, вот они играли. Виктория дальше попала играть за высшие места. Ну, Евгения чуть-чуть за низшие места сейчас играет. Но, тем не менее, всем удачи. И давайте посмотрим позицию. Вот здесь был ход GF6. Но позиция, конечно, очень плохая. На F8 я тоже думаю здесь, что позиция проиграна. Теперь компьютер показывает, что проиграна. Чуть-чуть смотрели эту позицию, но ничего не видно. Но здесь было в партии на F6. И вот здесь вот давайте я сделаю маленькую паузу. И вы, может, сами решите эту позицию. Ну, очень симпатичная, конечно, позиция и форсированная. Можно давать детям, можно давать взрослым. Ну, очень хорошая идея. Итак, CD4, CB6. И вот проводит этот удар. И вот здесь кажется, что ничего нету, потому что если ходит АБ2, ну и вот ставить куда-то дамку, понятно, что ничего не будет. Отдавать тоже смысла нету. Но вот здесь есть вот эта вот идейка. И вот выигрыш. То есть, если ходить, видите, 4 шашки отрезаны, ходить, ну, вот, ходим сюда и выиграно. Такая симпатичная идея. Партия там чуть так, партия, как там в партии было. Ну, я не думаю, что столь важно, что там в партии было. Либо, ну, наверное, может так было. Ну, понятно, что выиграно, дальше не будем смотреть. Так, и вот основная идея. Андрей Валюк играл черными с Игорем Михальченко. Давайте я вот с какого-то тоже момента, здесь не буду вас утомлять сегодня, с какого-то момента были, почему я вот думаю, не знаю, какие-то, возможно, стратегические, тактические моменты были в этой партии. Потому что кое-какие ходы, ну, не сильно понятны были, то есть с точки зрения самых сильных ходов. Видно, возможно, что Андрей что-то подкручивал, но вот когда вернется, мы узнаем. И что там было, почему он некоторые ходы делал. Давайте поэтому я вот начало партии упущу, а буду смотреть вот с этого ключевого момента. Возможно, что здесь какие-то ошибки были в расчете. И вот я покажу тоже ошибки, которые были у нас сегодня в аналитике этой позиции. То есть, возможно, что здесь все-таки вот в этой позиции ничья была. Смотрите, здесь такой вот ход BC3. И основная идея в этой позиции, хочется сделать вот этот вот ход BA7. Идея вот такая вот. И непонятно, куда девать дамку. То есть, на этот ход сюда. Ну, это приблизительно, то есть, говорю, что так. То есть, на этот ход ловится. Не знаю, может так даже пойти. Ну, то есть, дама ловится. Далее. На c1 ловится отсюда. Но вот такой вот момент был. Достаточно симпатичный. Но это быстро достаточно идея, кстати, смотрится. Я сегодня даже показывал вот, детям. Даже такие достаточно небольшие. Видели они вот эту идею. Но далее вот интересно очень было EF6, CD2. Идея, конечно, здесь очень симпатичная партия.
закончился финал очень интересный. То есть редко, допустим, я думаю, что встречающийся BA7, GF2. Ну и вот здесь вот ход, непонятно куда ходить, конечно. Есть ход, как в партии, но вот Андрей, я думаю, что здесь ошибся. Ну, допустим, давайте покажу FG, тоже вот такой вот ход сразу будет, и непонятно, что делать. Тут много лишних шашек, ну, то есть проводить много лишних шашек, ну, это, конечно, вообще никакой вариант, я скажу. Вот он пошел FE7 в партии, и АБ2 зажим. Но вот видите, такую позицию вообще, ну, вот редко встретишь просто в партии. Позиция вот здесь вот, ну, конечно, интереснейшая вот такая вот позиция. Но Андрей выбрал CD4, был какой-то, наверное, ход еще CB4, но понятно, что это без шашек, это все очень плохо. Вот этот вариант. Куда тут, я не знаю. Давайте на B побьем. Не, ну это, эндшпиль, конечно, я думаю, что, ну, пылыгана, потому что дамка зажата, то есть пылыгана. Андрей пошел здесь CD4. И вот GH4. Ну, по-моему, вот по партии вот так вот было. То есть, понятно, что здесь пылыгана просто отдал пылыгана позиция, а здесь где-то он и сдался. Ну, вот видите, шикарная вот такая вот идея с зажимом. Ну, вот у меня уже вот возникло определенное сомнение. То есть, FG5. И, смотрите, я неправильно смотрел ветку. Конечно, здесь правильный ход CD4. Но вначале начали вот эту неправильную ветку смотреть. Сюда на H2. Сюда. Ну и вот здесь. Да, в принципе, здесь вообще можно. Я, кстати, даже не видел. Вот HG5. То есть, непонятно вообще, что делать. На этот ход. Вот эта тактика. То есть HG5 я даже не видел. Видите, я там другие чуть ходы видел. Но здесь ничего не было. Понятно, что надо CD4. Вот на CD4 мы остановились. И GH4. И вот, в принципе, и остановились мы на этом ходе, что выиграна. Думали, что выиграна позиция, но нет. Вот домой пришел, в принципе, B5. И вот здесь-то как раз выигрыша что-то и не видно. Вот, честно говоря, ну, надо было, естественно, наверное, так играть. То есть, вот эти жертвы, покуда они проходят, потому что вот это стоит BC5. То есть, ну, это просто, наверное, может, не надо это все показывать, но это просто, конечно, очень просто. GH4 и вот BC5. HG, то есть подготовка этой шашки. Давайте куда-нибудь так. АБ4, то есть ведет, допустим, если отдавать, то, видите, отдавать тоже не отдашь, потому что, получается, ведем сюда шашку, и тут петля постоянно стоит. Ну, вот такая вот идея. То есть, я думаю, честно говоря, что, наверное, Андрей здесь вот как-то что-то не досчитал или ошибся, либо, ну, вот говорю, что волнения очень много, наверное, было. Потому что это 8-й тур был, вот как раз-то. Возможно, что смотрел на другие партии. Ну, я не знаю. Давайте, приедет, мы его спросим, что там было, в принципе. Но позиция, конечно, очень интересная, очень красивая здесь. Ну, вот видите, такая, нечасто очень встречается в игре. Итак, до новых встреч. И, надеюсь, еще, во-первых, еще мало партий я посмотрел совершенно. Ну, и, надеюсь, вот сейчас вот борьба обостряется, в полуфиналы сейчас будут, ну и там борьба за 6-8 место, и очень много интересных партий будет, потому что все-таки одной стороне надо выигрывать, и поэтому будут какие-то обострения, возможно, позиций, ну и интересные какие-то моменты. Итак, до новых встреч!